Всем привет, друзья! Рад приветствовать вас на моем канале. Сегодня хочу вам рассказать историю, связанную с потерей мотивации, дисциплины. Как я с этим боролся, расскажу сегодня поподробнее. Ну а с вас подписка на канал и давайте будем начинать. Начну немножко с предыстории. Возможно, кто первый раз на моем канале, не знает, чем я занимаюсь. Я работаю удаленно, занимаюсь разработкой масок, игр для Instagram и приложений с дополненной реальностью. То есть работаю дома. Это, как правило, предполагает очень большую дисциплину. И работая так дома, я столкнулся с такой проблемой, что начал очень долго спать, до часов до 10-11 каждый день. Вместо работы начал просто просматривать какие-то фильмы, видосики на YouTube. И так длилось, вот это было недавнее время, да, то есть неделю, может, длилось, и я понимал, что с этим нужно что-то делать. И даже понимая это, я продолжал вставать в 11, в 10, 12, да, и опять же это все там покушать, сходить куда-то там, не знаю, посмотреть видосы, то есть вот так вот день просто пролетал и вообще ни о чем, то есть периодически делал какие-то заказы, но в основном занимался бездельем. И начало меня это в какой-то момент очень сильно и очень дико бесить. И как с этим бороться, я решил все-таки в один момент просто взять, сесть и основательно подумать. Так думаю, где люди прям вот так, чтобы прям ебашат, чтобы прям устают, и где я смогу оценить свой труд, то есть, ну вот, допустим, пойдя на эту работу, буду понимать, что стоит лучше мне немножко поднапрячься и вот у себя дома в своей нише работать, чем, допустим, где-то там по жесткой пахать, да. И я подумал, что, ну, как правило, там прям впахивают на заводах, то есть там прям мужики суровые, все вот это вот происходит. И, в общем, было принято решение пойти на один день, ну, типа на пробный день, поработать на завод. То есть там автомобильный завод связан с этим. Вот, там была сборка этих автокресел. Вот. И знал бы я, насколько я охренею в первый же день, что просто у меня отпадет желание вот так вот просто бездействовать, ничего не делать, лениться. И это очень помогло, то есть вкратце, да, расскажу. Я, получается, пришел на этот завод, работа связана с комплектовкой, то есть там идет конвейер с автомобильными креслами, и нужно там что-то протягивать провода, там комплектовать и тому подобное, то есть там большой темп идет сразу, потому что я пришел первый день, и как бы никто на это не посмотрел, сразу поставили меня на линию, и, в общем-то, я делал, как и все. Вот. И поначалу было, в принципе, нормально, а потом уже забились пальцы, потому что самое жесткое там именно работа пальцами. Вот у меня даже до сих пор, сейчас, если будет видно, мозоли остались на руках, именно вот, ну, на моих нежных ручках, да, которые привыкли просто клавиатуру клацать. Вот. То есть это было достаточно жестко, уже во второй половине дня, когда я просто онемели кончики пальцев, я их просто не чувствовал, как бы. Сама по себе суть работы была несложная, просто из-за того, что вот это вот непривыкшие руки, да, это все очень сильно сказывалось. Ну, там, в принципе, у всех в первый день было так, мне говорили. Вот. И я, стоя за этим конвейером на заводе, понимал, насколько можно по-другому деньги зарабатывать, ну, вот так, по крайней мере, сильно не напрягаясь. Ну, для всех, конечно, это по-разному, для кого-то ты не напряг, для кого-то напряг. И я понимал, что нет уж, я лучше буду делать то, что я делаю у себя дома, да, там, работая удаленно, и понимал, насколько все-таки ценна моя работа для меня. То есть я проклинал себя каждую минуту, стоя за этим конвейером, думая, блин, какого хрена я так ленюсь, если у меня, можно сказать, благоприятные условия для работы, то есть я могу спокойно в любое время встать, принять заказ, да, там сделать его, отправить заказчику, получить деньги, все. А здесь нужно постоянно, без перерыва херачить. А тут я захотел, пошел в кафешку, посидел, поработал. Если кому-то будет интересно о моей работе, более подробное видео тоже я сниму, вы мне просто напишите в комментариях, тоже сделаю подробное видео. Ну так вот, там еще, когда я устраивался на этот пробный день, мне там говорили один график работы. Когда я пришел, там немножко было совсем другое время работы. То есть там на 1,5 часа дольше. 5 часов уже подходит вечера. И я думал, что все, сейчас пойдем. А мне сказали, что там еще остаемся на 1,5 часа. Я уже считал просто каждую секунду, когда там уже. Потому что я просто не чувствовал пальцев, и я просто охреневал. Ноги там ладно, как бы то, что стоишь, это ерунда. Потому что за свою
жизнь тоже приходилось где только не поработать, но вот с таким я не сталкивался. То есть, если бы там она как-то чередовалась, вот эта вот комплектовка с чем-то другим, тогда бы вообще без проблем нормально. Вот. И, ну, в общем-то, это мне очень сильно помогло, дало охрененную мотивацию, охрененную дисциплину. Просто когда ты работаешь удаленно, когда ты сам себе предоставлен, то рамки вот этой вот дисциплины, они просто стираются, и ты, вот как я сказал, да, начинаешь заниматься уже бездельем, там, знаешь, что хотя вроде работа есть, но, там, новый видосик у блогера вышел, там, что-то давай еще посмотрим, начинается, погода классная, пойдем погуляем. Вот, так что это была охрененная прививка от лени для меня, прям такой мега крутой квест я испытал на своей шкуре, каково это. Может, для кого-то это, конечно, не жестко, но учитывая, как я работал до этого, чем я занимаюсь, да, и в какие условия я попал, я очень прочувствовал это, поэтому если вдруг будете лениться, то вот в качестве такой прививки от лени это очень помогает. Вот такая была история, это было практически недавно, поэтому у меня еще даже мозоли многие не зажили. Вот, я надеюсь, вам эта информация была интересна, и если вдруг у вас есть такие же проблемы, то задумайтесь, как можно их решить, возможно, подобным образом. Ну, у меня на этом все. Спасибо за просмотр. На этот канал достаточно давно не публиковал никаких видео, но я думаю, что сейчас постепенно вернусь к этому. Видосы будут чаще, поэтому подписывайтесь на канал, подписывайтесь на мой инстаграм и до скорых встреч.